Друзья, всем привет! Вы снова на канале Bon Appetit Live. Сегодня готовим шашлык из карпа. Не переключайтесь, будет очень вкусно. Поехали! Отделим головы и хвосты. Эх, рыбка, как всегда, скользкая. Куда я там? На плавничок попал. Так. Ну что, друзья, рыбку почистили, головы, хвосты убрали в морозилку, жабры с голов удалили. Это мы потом сделаем сборную уху. Сегодня у нас шашлычок и очень вкусная жареная курочка. Замаринуем. Так, соль. Смесь 5 перцев. Ложечка аджики. Вот так даже. Пускай будет остренькая. Чеснок молотый. Кто-то скажет, это перебивает вкус рыбы. Ничего подобного. Также, друзья, вот такая у меня ореховая приправа. Совсем немножечко ее. Грецкий орех. О, это в любом блюде. В курочке, в рыбе. Очень вкусно будет. Так. И вот такая приправа для рыбы. Много не надо. Томатная паста. И теперь это все тщательно перемешиваем. Ах, аромат пошел сразу. Убираю в холодное место, накрыв, чтобы мухи не садились. Сейчас лето, поэтому надо быть аккуратнее с мясом и с рыбой. И занимаюсь курочкой. Так, удалим железы.
Курочка у нас чистенькая. Никаких проблем. Подготовим маринад для курочки. У меня здесь растительное масло. Также соль, перец, смесь. Так, вот такая вот приправа для курицы. Кстати, продается в нашем магазине. Ссылка на магазин будет прямо под этим видео. Добавив ее, можно вообще ничего не добавлять. Это очень вкусная, очень душистая приправа. Тщательно перемешаю. И поливаю курочку. Вовнутрь обязательно. И делаем легкий массаж. Друзья, хочу показать вам, посмотрите, какое чудо техники, это вертел. Это для больших кусков, тут можно сразу кучу жарить. Но сегодня мы будем использовать другую насадку, вот такую, для курочки. Так, протыкаем курицу. Красавчик. Чё ты там ругаешься? Так. Одели, закрутили. Вот такая красота, друзья. Пойдемте жарить. И вот так его. И включаем, друзья, вот так. Раз. Вертел полностью автономный, встроенный аккумулятор. Заряжается как сотовый телефон. Это особенно для тех, кто на даче, рыбаки, охотники. Несколько насадок длинные, короче, толстые. То есть можно жарить все. От одной подзарядки работает 10 часов. Соответственно, нагрузил его, и любое блюдо будет у вас просто шикарное. Такие вертелы у нас в магазине. Ссылочка прямо под этим видео. Заходите, смотрите, выбирайте. Самое главное, что он сделан из нержавеющей стали, пищевой, жаростойкой. Сталь называется AISI 304. Кто разбирается, тот поймет. Вот такая шикарная вещь. Продаем свое, никого не рекламируем. Это именно у нас в магазине. Ну и, соответственно, сами мы производим. Рыбка промариновалась, друзья. Сейчас замаринуем грибочки. Вот такая чашечка у меня. Здесь растительное масло. Кладу грибочки. Так. Подсолим. Соль с перчиком. Конечно же, сладкая паприка. И, друзья, у нас в магазине есть вот такая универсальная специя. Подходит на все, вы не поверите. И теперь тщательно это все перемешаем. Вот так. Так, друзья, грибочки готовы, пускай маринуются. Кстати, много растительного масла в грибы не добавляйте. Объясню почему. Добавите много, грибы его все равно впитают и будут казаться сухими. Поэтому грамм 100 достаточно. Грибы пускай маринуются, насаживаем рыбку.
Эх, что за шашлычок сейчас будет, друзья. Рыбу тоже как мясо натягивать не надо. Она должна быть свободна. Потому что когда рыба жарится, она немного подсыхает. Не то что подсыхает, стягивается и будет падать с шампуров. Это как люля. Люля падает, потому что мясо не отбито. А рыба падает, потому что стянута. Так, рыбку нанизали. Теперь нанизываем грибочки. Некоторые одевают грибочки поперек, но грибы должны быть абсолютно свежие. Сегодняшние наши грибы тоже свежие, но они немного полежали на солнце и, получается, обветрились. Поэтому, чтобы они не лопались, именно через ножку пропускаю. Немножечко прижимаем их друг к другу, чтобы они не прокручивались. Так, ну что, друзья, пойдемте жарить. Так, ну что, друзья, угли мы разгребли, они покрылись сединой. Это как раз показатель того, что жар готов. Ставим грибочки. Ах, мои красавчики, как говорит Жорж Джан. Ставим вот так рыбку. Вот так. Оба. И вот так. И вот так. И сейчас будет, ох, какой вкусный ужин. Друзья, многие спрашивают: Мурат, сколько по времени ты готовил? Я не могу ответить на этот вопрос по одной только причине. Поймите правильно, у всех жар разный, угли разные. Что по рыбе я могу сказать, как только рыба начала дыметь, вот смотрите, дымок пошел, ее надо переворачивать. Рыбу надо крутить часто. Что касается шашлыка, ну там из баранины, говядины, соответственно, все зависит от углей, на каком жаре вы жарите. Или же мясо, да, я там варю. Сколько по времени ты варил? Ну как я могу сказать, сколько по времени я варил? У меня огонь может по пояс, а у кого-то по колено. Или же наоборот, друзья. То есть любое мясо варится 1,5 часа. После закипания, если вы варите его, после закипания надо сделать минимальный огонь и через часик начать пробовать после закипания. И если вы варите на медленном огне мясо, всегда оно будет очень нежное, не будет эмульсии. Соответственно, если будет бурлить, ну это уже будет не фонтан, как говорится. Кстати, знаете, друзья, вот эту рыбку сегодня решил пожарить. Карина с детьми там ездит по делам, туда-сюда, тренировки всякие эти. Хотя сегодня выходной день, но у нас выходных дней не бывает. Она даже не знает, что я это делаю. Сейчас должна уже скоро приехать. Хочу немножечко ее удивить, чтобы мы вместе поужинали. Вот дымок пошел, переворачиваем. Надо чаще крутить и крутить аккуратно. Рыба это очень нежно. Поэтому надо все делать аккуратненько. Если какие-то части рыбки отваливаются, ничего страшного. Потому что рыба, ну, она очень нежная. Грибочки. Грибочки, кстати, пожарятся намного быстрее. Жар идеальный. Кстати, рыбу жарю на очень хорошем жаре. Посмотрите, как это прекрасно выглядит. Шашлык из рыбы. Это просто супер, друзья. Рыбка готова. Как же это вкусно! Опа! И, конечно же, грибочки. Вот, звук, видите, капает. Это самое время. Просто словами не передать, друзья. Грибочки сочные, рыба поджаренная.
Супер. Красавчик, кого ты там увидел? А? Кто приехал? А, это наши. Привет, привет. Привет. Как дела? Ты что, шашлык сделал? Да. Вот так я вас встречаю. Когда я домой приезжаю, меня тоже так же встречают. Хорошо. Как дела? Хорошо. Молодцы. Все, давайте дуйте. Руки моем. Руки мойте. Море, как красиво все выглядит. О, Мурик, у нас еще сегодня курица на вертеле. Конечно, коришка, дети же любят курочку. Чем это всякие фастфуды кушать, домашняя курочка это самый-самый кайф. Роберт, я тебе клубнику сорвал. Спасибо, Альбертик. Ай, мои красавчики. Вкусная клубничка? Очень. Вкусненько? Угу. Молодец, сынуля. Ах, курочка готова, кореш. Давай. Посмотрите, как она выглядит, друзья. Ну-ка, Карина. Вот так. Давай. Насколько она аппетитна, вы себе даже не представляете. Че, дети, что будете? Я курицу хочу. Да зачем он так Руками? Конечно. О, видишь? Сейчас вот тут отсоединим провод. Я его просто проволокой прикрепил, чтобы ножки не отваливались. Вот так делаем. Это у нас нержавеечка, очень крепкая. Все, Робик, проволока аккуратно, не съешь ее, понял? Держи. Ах. Тарелку давай, он горячий. А так. Альбертик, курочку. Грибы. Грибы. Фу. Коришка. Робик, будешь гриб? Не хочу грибы. А ты? Я, конечно, буду. Альберт, тебе 2 гриба хватит? Конечно, хватит. Но этот тоже снимай. Курочку будешь или рыбку? Больше ничего. Только грибы? Ах ты мой экономичный. Давай, Робик, пробуй, как курочка. Вкусная, нет? Вкусно? Коришка, грибы, курочку. Курицу не Рыбку. буду, рыбку я уже попробовала. Ну, рыбку мы все попробовали. Пока рыбка жарилась, мы там чтобы Тебе они, рыбу дать? чтобы они не видели. Ну, дома. Ай. Тебе положить? Нет, мне есть. Тогда я все себе положу. Рыбу будете, дети? Нет. Нет. Ах. Уф. Вот так. Надо кушать по-мужски. Вкусно и мощно. Так, шкурочку снимаем. Ты что, рыбу? Ты уже съела полрыбы. Кир. Робик, дай, пожалуйста, соус абхазскую аджику, дай там. И ложечка где-то есть. Коришка, сделай соус, пожалуйста. Ложка вот, где вот сзади мельницы будет лежать. Есть? Тогда вилку дай свою. Вот, все, сейчас мама быстро сделает соус. Абхазская аджика со сметаной. Еще добавь. Поострее, да? Конечно, и помешай. Ничего не надо, никаких специй, ничего.
Здесь есть все. Правильно, конечно? Вот это тоже вот так оторвем. Я думала, сейчас приду, готовить надо. Я А знал, тут я знал, что вы сейчас придете, и решил поддержать моих любимых. Робик, соус будешь? Очень вкусный. Не, не хочу. С курицей вообще бомба. давай курочку, Альбертик. Пожелаю нашим друзьям по ту сторону экрана. Ребят, много говорить не буду. Хочу вам пожелать, знаете чего? Очень много здоровья, счастья, благополучия. И чтоб самый плохой завтрак, обед и ужин у вас был примерно вот такой. За вас, друзья. Поддерживаешь? Конечно. Все. Мама доел. Хорошо. Красавчик. Иди сюда. Ах, красавчик. Горячий. Держи. Горячий, он тоже очень такой опасный тип у нас, красавчик, знаете. Это не как я. Доел. Уже доел? Да нет, он только кушает. Карин, соус, кстати, бомба. Друзья, если хотите приготовить очень вкусный соус, ничего не надо. Просто берете сметану и абхазскую аджику. Как делает Тихон. Под любое блюдо подходит, правильно, Карин? Да. Робик, что будешь? Ничего, я наелся уже. Слабачки вы. В ваше время я кушал тоннами. Он же доел. Ну, и тогда бегите, играйте. Ну что, кореш? На этой красивой ноте, друзья, мы... Че, Робик? Маша. Альберт, что, гулять? Ну, иди, мой сынок. Ну что, мои хорошие, на этой красивой ноте, конечно же, мы с вами не прощаемся, да, Карин? Конечно. Мы говорим вам просто до свидания и желаем всего самого наилучшего. Живите счастливо, будьте крепки, будьте здоровы. Пускай самый скромный стол у вас будет вот такой. Самый скромный. Правильно, Карин? Да. Конечно, если кто-то живет вообще круто и скажет, не дай бог, но это их не удел. А мы, как люди простые, деревенские, желаем вам всего самого хорошего. Мы продолжим наш вечер. До скорых встреч, друзья.